Привет всем! Я продолжаю рассказывать про топовый набор 2015 года 42/43. И сегодня у нас обзор интересных узлов и механизмов этой модели. Сборка модели осуществляется поэтапно, все детали распределены по таким вот нумерованным пакетам, к которым мы уже привыкли в больших наборах. Поэтому не надо все одновременно распаковывать, можно поэтапно собирать, отставлять в сторону, можно перерыв сделать, пойти кофе попить. В общем, удобная сборка, не напрягает. Инструкция очень хорошего качества, цвета легко различать. Хотя я уже нашел одну опечатку. Ну, не то, что как-то меня это расстраивает, я просто удивляюсь. Вот смотрите, две одинаковые сборки, и на одной есть деталь, а на другой она просто пропала. Причем во время сборки второго моста такие же ракурсы, и там все нормально. Просто не понимаю, как это происходит у них. Ну ладно, перейдем к самой модели. И сборка начинается с передних мостов и двигателя. О них мы и поговорим в первую очередь. Итак, здесь мы видим рядный шестицилиндровый двигатель, который будет трансмиссией соединен с задними колесами. Обычный двигатель, поршни в цилиндрах движутся, здесь ничего нового. Модель имеет четырехколесное рулевое управление, причем передние колеса поворачиваются на больший угол, чем задние. Механизм очень интересный, сейчас покажу его снизу, но сначала вот эти ручки, можно управлять колесами любой из них. Этот механизм мне очень напомнил старенький такой набор, вот тоже очень похоже, эти ручки управляют колесами. У меня сразу почему-то ассоциация возникла с этим набором. Итак, мы видим мосты модели снизу. Вот так вот тягами осуществляется рулевое управление. Причем здесь у нас еще подвеска и в сжатом состоянии все работает, в перекошенном. Очень интересно сделано. Вот можно сбоку посмотреть. Такой вот оригинальный механизм, я такого не видел еще. И еще раз крупно работа подвески покажу. Она работает по-разному, ее можно кренить. Мосты независимо друг от друга можно сжимать. Очень реалистично, хотя жестковато, конечно. 4 жестких амортизатора требуют довольно-таки значительного усилия, чтобы их сжать. Второй этап сборки посвящен раздаточной коробке. Здесь куча шестеренок. Это выходные функции у нас будут. Вот одна — это опоры выдвигаются. Опоры, кстати, вручную сами будут разворачиваться. Было бы, наверное, еще интересно сделать как в кране, чтобы они тоже мотором опускались. Ну, здесь вручную. Дальше у нас вращение помпы. И вот эти две шестеренки будут отвечать за разгрузку и за поворот крана. Особо стоит обратить внимание на вот эту вот конструкцию. Два ряда шестеренок со смещением сделаны. Очень близко, зазор минимален, но получается супер компактная система. Вот видно, что шестеренки очень близко. Мне очень понравилось это решение конструкторское. Приму на заметку. Третий этап сборки посвящен задней подвеске автомобиля. Она довольно необычная, но работает хорошо. Оп, оторвал. Интересно, что внутри еще помимо этих амортизаторов использованы эластичные элементы, но их здесь не видно. Вот можно развести вот эти штуки. Там стоят резинки внутри. Вот такие вот резиночки. Как вы можете видеть, оба моста ведущие. Ну и непосредственно над задними мостами расположен актуатор, отвечающий за опрокидывание кузова. А сейчас мы сможем оценить всю прелесть модульной сборки. Кусок номер 2, кусок номер 1. Сошлись. Кусок номер 3. Давай. Ну вот, машина практически готова. Под занавес третьего пакета нас ждет еще одна фишка.
Это раздвижной кардан. Вот здесь штрус использован в качестве него. Вот, если внимательно посмотрите, когда я продавливаю заднюю подвеску, немножко изменяется длина вала. И еще я заметил, не знаю, может я еще не все до конца соединил, когда я вот кладу машину кверх ногами, тоже видно, что оси сходятся и вал сжимается. Сами задние мосты довольно простые, но мне кажется, их можно было попрочнее сделать. Вот если их на разрыв вот так вот нагружать, ну, видно, что они люфтят. Наверное, при игре это не скажется, просто я любитель сверхнадежности. И не успел начаться 4-й шаг, как я нашел самый настоящий косяк. Вот мы смотрим 255-я страница, вот такую штуку собираем, переворачиваем, берем, как тут рекомендуют, 4 детальки, собираем такую штуку, и невероятно, откуда взялись вот эти 2 синие детали. Не складуха, не складуха. 4-й этап посвящен сборке пневматического крана. Это просто какой-то макраме из пневмошлангов, тут их уйма. Сам кран довольно симпатичный, у него большой очень диапазон работы, даже излишне, я бы сказал, зачем вот так вот нужно, непонятно. Стрела удлиняющаяся. Подробно его работу я покажу в 3-й части обзора, когда уже буду готовую модель рассматривать. Что нужно сказать обязательно? Знали бы вы, как эти шланги воняют. Не знаю, их можно положить в шкаф, наверное, чтобы мышей травить, что-нибудь такое, но в игрушку для детей их вставлять я бы не стал. Я закончу с этими обзорами, упакую эти шланги в какой-то герметичный пакет и больше никогда их не достану. Похоже, когда я в обзоре крана сказал, что в инструкциях исчезли опечатки, я сглазил разработчика этих инструкций. Инструкция этого набора это просто какой-то рекордсмен по ошибкам. Вот сейчас я вам покажу еще парочку. Немного расстроило меня это. Вот здесь вы видите, сначала провод проходит через деталь, а при сборке кресла и вовсе ось вставляется не в отверстие, а между ними. На самом деле на этом механизмы и заканчиваются, дальше просто добавляется кабина и кузов. Мне кажется, на сборку кабины у меня ушло больше всего времени, она очень детализированная, состоит просто из какого-то огромного количества деталей, пинов мелких. Довольно долго я собирал. Ну и еще стоит сказать, что кузов впечатлил своими размерами, огромная такая лоханка. Прикольный кузов. Дальше все эти части устанавливаются на раму. Буквально надо задвинуть 10 пинов и будет готовая модель. Но о ней вы узнаете в следующей части, которая выйдет очень скоро.